Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-совместник. Мы решили с Ирой пораскрашивать в таких вот журнальных раскрасочках арт-йоги, который будет так и будет называться «Забытые раскраски». Арт-йоги, кому как удобно. В общем, я тут недавно перебирала свои какие-то раскраски, какие-то зарисовки. Ну и заодно искала, где потренироваться, пораскрашивать акрилом, так сказать. Надо до какого-то опыта набраться, набить руку, да, чтобы можно было раскрашивать акрилом. Ну и, собственно говоря, наткнулась на вот эти вот раскрасочки от йоги. Я считаю, что они вполне хорошие. Есть прям совсем мимишные такие иллюстрации, которые, знаете, прям мимишность зашкаливает. Ну и дело к зиме, к слову, у нас уже зима, на улице минус 30 фактически, поэтому, собственно говоря, все это будет в тему. И я предложила Ире, говорю, давай пораскрашиваем. Давно мы в них не красили, я с них начинала, с раскрасок, допустим, вот это вот арт-йога, 18-19 год я вот начинала красить. Лицо, кстати, раскрашено, есть у нее цвет, и даже тут вот, не знаю, видно, нет, на лице тени, на глазках у нее. В общем, есть здесь самая первая иллюстрация моя акварелью. Здесь была перламутровая акварелька, тоже вот эта девочка прям, ну, супер мимишная, красивая такая милаха. И я вот не уверенно все красила. Мне они нравятся. Очень красивые иллюстрации, очень интересные, но некоторые очень сильно вот эти вот все загогулинки у них. Здесь посмотрите, какая прелесть, и к Новому году, собственно говоря, иллюстрации и зимние, и просто милашные такие. Я боялась раньше их, во-первых, здесь только карандашами, во-вторых, бумага очень тонкая. Еще и двухсторонние иллюстрации. Во-вторых, я боялась, что, как сказать, я боялась, что протечет все. Ну и плюс здесь нет затемнений. И я как-то вот не решалась красить. Вот. Поэтому да. Сейчас уже немножко поспокойнее отношусь к таким раскраскам. Ну и не только к таким. Посмотрите, какая прелесть. Ну разве можно такое не красить? И я решила, что почему нет. Предложила Ире, говорю, давай пораскрашиваем. Выберем какие-то иллюстрации и немножко пораскрашиваем. Такой легкий антистресс в таких вот раскрасочках. Мы не привязываемся к иллюстрациям, мы не привязываемся к конкретным номерам. То есть я выбрала вот что у меня есть. У меня еще пару есть, но они совсем летние. Мне бы не хотелось уже, все равно как-то дело к зиме идет. Не знаю, Ира тоже выберет, что у нее есть, что ей интересно, там хочется пораскрашивать и так далее. Смотрите, какие грибы были чудные. Здесь у меня где-то была, по-моему, даже вот еще одна моя, одна из первых работ. Здесь вот и пастель, и карандаш. И где-то у меня тут прям была тыковка. Я не помню, в какой конкретно раскраске. И мне бы хотелось, почему нет, ее раскрасить. В общем, мы решили пораскрашивать один день. Так, вот она. Таким, знаете, одним днем. Просто удовольствие ради. Незамысловато, без каких-либо здесь... Ну, я не знаю. Шедевра здесь никто делать не будет, понятное дело. Просто раскрасить, чтобы они не лежали без толку. Легкий такой антистресс, чтобы было, чтобы заполнить в очередной раз странички этих раскрасок, чтобы они не залеживались на полочках. Ну и, собственно говоря, я решила красить акварелью. Не знаю, эти как-то надо отложить в сторону. Я решила раскрашивать акварелью эти иллюстрации. Скорее всего, даже детской буду пробовать красить. У меня вот луч акварель. Здесь у нас 32 цвета. Уже такая вся страшненькая.
Ну и давайте попробуем хотя бы одну. Извиняюсь, собаки тут с ума сходят. Вот. Поэтому буду красить. Как я уже сказала, я не предполагаю здесь каких-то конкретных шедевров. Ничего такого. Просто легкие иллюстрации, простенькие, легкие такие вот какие-то раскрашивания без каких-то супер-пупер доработок. Ну, каждый Ира, может быть, там будет что-то конкретное делать, еще дорабатывать. Я пока не планирую. Пока планирую только просто раскрашивать. Вот. Ну, а дальше посмотрим, как дело пойдет. Будет желание, буду еще что-то добавлять. Пока для себя решила, что для начала просто акварелька будет. Ну, во-первых, как вы уже поняли, я подсела на акварель. Мне интересно, мне нравится, мне хочется научиться больше уметь красить, раскрасить и так далее акварелью. Поэтому, да, я немножко на нее прям подсела. Не вижу в этом ничего плохого. Собственно говоря, так, чуть-чуть подзатемнила. Мне кажется, наоборот, только здорово от этого будет. Ну и вот как раз-таки еще, скажем так, лишний повод пораскрашивать акварелью, лишний раз усовершенствовать, что ли, свои навыки. Вообще, чтобы чему-то научиться, да, я смотрела, частенько смотрю других девочек-блогеров, кто рисует. Именно рисует девочек, и не только девочек, и мальчиков. Почему нет? Кто именно рисует. И акварелью, и карандашами, и гуашью, в общем-то. Нет конкретных предпочтений. Знаете, что я вот смотрю только тех, кто акварелью рисует, или смотрю только тех, кто гуашью или карандашами. Разных смотрю, разные техники, разные приемы, способы. В общем, дабы чему-то что-то я не пойму. У меня, я начинаю акварелить, у меня такое чувство, как будто вот эта вот черная типографская краска слазит. Могу, конечно, ошибаться, но мне почему-то кажется, особенно вот здесь, что она все-таки немножко, но смазывается, как будто бы. Это плохо. Ладно, не проблема. Не критично, я-то надеюсь, по крайней мере. Подсохнет первый слой, и мы потом поверх, когда уже красить, посмотрим, имеет смысл делать еще слой или нет. Я не буду вырисовывать эти все узоры. Да. Не знаю, горела, нет. Вот, так вот, мне просто интересно, как все разные техники, разные способы нанесения, да, вот акварели, гуаши и так далее. Потому что, например, ну, в школу-то мы все ходили, но особо так упор не делался, да, что чем рисовать, как лучше и как правильно все-таки. Что там пару лет в школе было ИЗО, рисовали какие-то домики, елочки. Не сказать, что у нас прям был крутые были учителя и круто нас учили рисовать. Это было все на базе начальной школы, то есть поэтому конкретно, да, сказать, как вот правильно пользоваться, ну, акварелью еще полбеды, допустим, гуашью, и тем более акрилом, я, конечно же, например, ну, я точно, например, не знаю, правильно ли наношу на бумагу там акварель, гуашь, акрил, не могу сказать. Правильно ли делаю вот эту вот растяжку, растягиваю, или нужно все-таки так вот по чуть-чуть, или, ну, в общем, мне это все интересно. Ну и разная техника нанесения тоже интересна. Именно сейчас модно губками, мочалками, щетками, фольгой, я не знаю, чем угодно наносят и делают шедевры, поэтому да, очень интересно это все смотреть, очень интересно это все применять, тоже учиться.
девочки рисуют, где-то берешь за основу, допустим, они делают рисунок, рисуют, а ты берешь за основу как фон какие-то моменты или еще что-то. Это тоже очень интересно. Поэтому очень часто я смотрю, учусь. В планах сейчас еще есть пару моментов. Хотелось бы новую такую, знаете, для себя планку взять, еще поучиться посидеть, именно рисовать какие-то моменты, не только раскрашивать. В общем, я считаю, что здесь можно чему-то новому, интересному, вот даже в раскрашивании, в рисовании, учиться чему-то бесконечно и каждый раз что-то новое для себя находить. И это здорово. Ну и раз мы раскрашиваем, понятное дело, что это актуально. Даже научиться какие-то моменты дорисовывать, рисовать тоже здорово. Поэтому я вот не вижу ничего плохого, наоборот, только хорошо вот от этого. Ну, а то, что разные техники и разные материалы, это тоже здорово, потому что, ну, обычно ребята смотришь, кто рисует, ну, как правило, чем-то одним. Кто-то больше акварелью, кто-то больше акрилом, кто-то именно гуашью рисует, маслом, ну, в общем, не важно, кто-то графитом и пастелью. Как правило, человек выбирает что-то одно и в этом добивается, да, каких-то успехов, совершенства. Вот. Невозможно очень, ну, по крайней мере, очень сложно освоить сразу все. Ну, так как мы раскрашиваем, мы стараемся применять, вот в данном случае, вот акварель, в других где-то карандаш и пастель, и все на свете. Это очень сложно на самом деле. Многие, да, говорят: ой, да вы ерундой маете, сидите, раскрашиваете уже готовые картинки, и у вас даже не шедевры, и возомнили себя колористами. В общем, пытаются всячески нас, художники, мне кажется, немножко обидеть. Ну, не все. Не буду за всех говорить. Понятное дело, что многие к этому вполне хорошо и спокойно относятся, потому что даже художники многие любят и пораскрашивать раскраски, я видела. Что-то у меня тут, я переборщила, что ли, придется немножко размыть. Каждому свое, понятное дело. Ну, вот так категорично я бы тоже не говорила, как девочки, многие художники, то, что, ну, я не считаю это плохим, тем более, что мы же не претендуем на место колористов. Мы у них не отбираем их, так сказать, хлеб. Ну, по крайней мере, я не пытаюсь у них отобрать их хлеб, хотя бы даже потому, что, ну, я раскрашиваю, это хобби, это не моя жизнь, прям вот я только крашу, рисую и все, и больше ничего мне не интересно в жизни, и я хочу стать великим там художником или колористом. Нет, просто мне нравится красить в данном случае, да. Мне с детства нравилось это делать, просто раньше не было, вот как сейчас, таких раскрасок. Раньше были обычные детские, и то небольшой выбор. Сейчас, видите, даже для взрослых очень много стали рисовать антистрессок. Пошла такая волна моды. Если бы такие были, когда мне было 20, конечно, я бы гораздо больше бы красила и, наверное, уже быстрее бы и больше чему-то научилась. Раньше этого не было. Да и, наверное, время было немножко другое все-таки. Как ни крути. Вот. Поэтому не вижу здесь ничего плохого. У меня со мной на работе работал мужчина. У нас он такой уже прям в солидном возрасте. Он сейчас ушел на пенсию, живет тоже, кстати, в Питере. Так вот, он бывало рисовал, но мы как-то он не афишировал это особо. Видимо, тоже, может, в силу
возраста и так далее, стеснялся. Иногда дарил, да, нам картинки, я как-нибудь потом вам покажу. Вставлю или фотографию, или это мне просто она не здесь, эта картинка. Свои картинки, то, что он рисовал, ну, рисует именно на холсте, хочется сказать, вот так вот получается. Вы знаете, человек вышел на пенсию, стал еще больше рисовать, и я считаю, что он стал еще круче рисовать, а человеку тем временем за 60. И я не считаю, что это плохо, не считаю, что это вот все. Пенсия, нельзя ничего делать, нельзя ничего рисовать, уж тем более кому-то показывать. Я же говорю, он даже дарил нам их, свои какие-то картинки. Поэтому, не знаю. Конечно, обидно, когда начинают такие писульки писать в комментариях, что тебе не стыдно, ты взрослый человек, а сидишь тут картинки раскрашиваешь. Не стыдно, абсолютно. Я не ворую. Я не ворую, не пьяная там, да, не пью, не попрошайничаю, не сижу с протянутой рукой, дайте мне там, не знаю. Ничего постыдного, я считаю, я не делаю, чтобы такие вот гадости писать, поэтому да. Продолжаю свой челлендж, даже не челлендж, совместное раскрашивание. Кто не помнит, напомню, тут мне нужна была какая-нибудь простенькая раскраска или что-то, иллюстрация, я акрила пробовала, училась им пользоваться. И в процессе, пока искала иллюстрацию какую-нибудь, вспомнила про вот эти раскраски антистресс, забытые незаслуженно. Здесь вполне хорошие иллюстрации, и предложила Ире со мной пораскрашивать, дабы они зря не лежали. Ну, выбрасывать их не хочется, здесь очень классные иллюстрации, почему бы и нет. Ну и заодно такой некий способ потренировать лишний раз руку, ну, в моем случае на акварель. Я выбирала 4 книги, но, к сожалению, успела одним днем. Мы вроде одним днем должны были красить, поэтому одним днем много не успела. Тем не менее, давайте покажу, что успела. К сожалению, не получилось много и нормально на камеру поснимать. Какие-то вечно дела, заботы, поэтому да, извиняюсь. Ну, первое, это раскраска была. Я здесь раскрасила вот такого волка. Я надеюсь, вам видно будет. Не хочется включать свет лишний, потому как, ну, то засвечивает, то отсвечивает, знаете, как-то не очень. В общем, здесь я красила, не пойму, почему у меня здесь так краска легла. Но я и не старалась идеально, мне вот и хотелось что-то такое размытое. Я, как уже сказала, экспериментировала, просто акварелью так красила волк. Ну и прям совсем чуть-чуть гелевые ручки. Я не знаю, ее вообще видно, нет, наверное, нет. Если присмотреться, тут вот точечки такие. Наверное, придется все-таки включать свет. Ну, вот такой вот получился волк. По-моему, все здесь с этим. Остальные старые иллюстрации. Дальше была следующая арт-йога. Это уже 5-й номер 18-го года. И здесь я тоже так в легкую, я уже сказала, акварелью, дабы просто увереннее красить, знаете, кистью. Так, баловалась, сидела детскими окрасками. Опять же, вот такой носочек. Здесь все раскрашено, не знаю. Камера прям упорно высвечивает, поэтому да. Вот такой получился носочек. Затем вот такая простенькая тыквочка. Мы с вами ее пытались красить, да? Начинали. По-моему, все. Если не ошибаюсь, тыква и носочек. Ну и последняя. Здесь, по-моему, тоже одна иллюстрация. Вот такой вот, такая вот лошадка, зебра. Фиолетовая в моем случае. Ну, мне так захотелось. Тоже акварель. И чуть-чуть гуашь белая. Я не знаю, что у меня густеть начала. И вот в некоторых моментах она прям плохо ложилась. Не знаю, с чем это связано. Именно не ложилась, да, даже брызгала очень как-то плохо, тяжело. Чуть не испортила всю иллюстрацию, поэтому уже испугалась, не стала дальше. Но в целом мне понравилось.
больше всех эта иллюстрация. Здесь особо ничего не пострадало, на удивление, хотя и лозила много. Пыталась выровнять цвет и так далее. Бумага здесь для этого особо не предназначена. Ну, я вот пораскрашивала. По-моему, больше ничего, потому что, как уже сказала, не успела. Было в планах еще несколько иллюстраций, но вот не успела их раскрасить. Ничего страшного, мы пораскрашиваем с вами еще в декабре. Вполне возможно, здесь очень много зимних, новогодних и так далее иллюстраций. В общем, вот такие у меня получились рисунки. Мне вот это прям больше всех нравится. Хоть и фиолетовое, ну вот такое было фиолетовое настроение. Вот такие у меня получились простенькие работки. Я довольна, в принципе, потому что получилось задействовать забытые раскрасочки, потому что, ну, они классные. Я их очень долго не брала, не раскрашивала. Не потому что они журнальные, не потому что простые и так далее. Просто с каждым днем, с каждым месяцем прибавляется раскрасок новых. Все хочется успеть, все хочется раскрасить. И, к сожалению, вот такие уже уходят на дальние планы, о них забываешь. Поэтому, дабы не было такой несправедливости, они все-таки классные, мимичные, прямо я же говорю, мимичность зашкаливает. Но вот тут вот у меня тут некоторые иллюстрации, сестренка начинала, что-то залили мне всю раскраску чем-то. И тоже исправить. Вот видите, я пыталась акрилом, не очень получилось, я доставала, хотела исправить, но ничего страшного, я, как уже сказала, потом это все тут доделаю, потому что тут вот сестра у меня тоже пыталась красить, и это тоже как-то нужно будет все исправить. Вот какой прекрасный мишка. Так что спасибо, что вот нужно какую-то обложку ему одеть, прям некрасиво. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайк. Давайте вместе раскрашивать какие-то забытые старые раскрасочки. Ну и проходите по ссылке под видео к Ире. Смотрите, что раскрасила она. Я тоже сейчас закончу и пойду посмотрю. Мне интересно, что же у нее получилось, какие она выбрала иллюстрации. Ну, а с вами буду прощаться. Всем хорошего настроения. Скоро зима. Так что будем играть в снежки, кататься на санках, ну и раскрашивать зиму. Всем хорошего настроения. Еще раз пока-пока.